Каждый мечтает быть счастливым. Даже если вы активно пропагандируете мысль о том, что счастья не существует, вы все равно хотите этого. Были ли вы счастливы вчера или много лет назад? Ну, это было. Хочется, чтобы это было всегда. Но почему этого не происходит? Не понимая почему, мы выдвигаем теории, что все эмоции нужны, все эмоции важны, что люди обязаны испытывать все эмоции, в том числе и негативные. Почему? Зачем нужно горе? Многие зрители сразу возразят. Как это может быть? Как это зачем? Если у вас, например, умер близкий человек, вы обязаны испытывать горе, тоску, апатию. Правда? Обязаны? Скажите, а через 10-20 лет после смерти этого человека вы также испытаете такое же горе? Вы расстались с любимым. Жизнь кончилась. Горе шире моря. Надолго? Через год вы даже не вспомните о своих переживаниях. Спустя время вы можете уже вспоминать о потере без переживаний. Это нормально. Так почему сразу мы обязаны испытывать негативные эмоции? Дело в том, что мы понятия не имеем, что такое эмоции. Зачем они нужны, какую роль в организме они играют. Поэтому мы оправдываем свое нынешнее состояние, считаем, что эту эмоцию и должны испытывать все окружающие. Обратите внимание, счастливых, влюбленных людей мы считаем ненормальными, сродни юродивым. Это неправда. Единственная нормальная эмоция здорового человека – это счастье. Все остальные эмоции – это признак заболеваний. Не согласны? Попробую доказать. Ну или, по крайней мере, обосновать свою точку зрения. Это канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. И на этом канале я знакомлю вас с практическим применением этой модели. Каким образом знание принципов работы нервной системы поможет вам стать счастливым, энергичным, уверенным в себе человеком. Подробнее о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицины, которой нет». Ссылка в описании. Так что такое эмоции? Почему эмоции могут быть положительными и негативными? Почему, испытывая негативные эмоции, можно быть счастливым? Почему, делая что-то, считающееся несомненно правильным, вы испытываете отрицательные эмоции? Обо всем по порядку. Давайте начнем с самого начала. По нашим нервам не протекают образы, принципы, звуки или запахи. По нервам протекает только электрический ток, который принято называть нервными импульсами. Мозг – это своего рода электроприбор. Наша нервная система сама производит, сама использует, сама утилизирует электрическую энергию. Все эти медиаторы, гормоны, ионы – это только способ передачи электрических сигналов. Чем больше электроэнергия поступает в центральную нервную систему, тем более она эффективна. Тем больше процессов она может производить за единицу времени, тем лучше она управляет организмом. Когда в мозг поступает много электроэнергии, мы чувствуем себя энергичным, высокопродуктивным, мы активны физически и эффективны интеллектуально. Мы можем все. Мы способны изменить мир, улучшить его. Когда же энергии в центр поступает мало, то нервная система работает практически на самообеспечение. Мы инертны, мы пассивны, нам плохо. Наше поведение и наше настроение зависит от количества тока, дошедшего до центральной нервной системы. Наши эмоции – всего лишь индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше энергии поступает, тем мы счастливее. Поэтому весь спектр наших эмоций лежит на одном графике от апатии до безграничного счастья. Горе, тревога, беспокойство, гнев, спокойствие – это не отдельные, не связанные между собой состояния, а точно лежащие на графике эмоций. Для наглядности это можно сравнить с зарядом аккумуляторной батареи. Заряда может быть мало, может быть много. На работе интерфейса это не сказывается. Теперь, имея такой пример, скажите, а почему мы обязаны испытывать все эмоции? Зачем запускать заряд аккумулятора до минимума? Наш мозг – это самодостаточный электроприбор, который стремится к максимальному энергопотреблению. Поэтому мы стремимся к счастью, к уровню максимального энергообмена. Но тогда почему мы можем быть счастливы, испытывая негативные эмоции? Мы можем ненавидеть и быть от этого счастливым. Мы можем испытывать страдания и получать от этого удовольствие. Почему так происходит? Мы можем быть счастливы или глубоко несчастны. Это зависит только от того, сколько электрических сигналов приходит в мозг в данный конкретный момент. Откуда берутся эти электрические сигналы? Именно различие источников электроэнергии и определяет, какие положительные или негативные эмоции мы испытываем. Единственным генератором электрического тока является рецепторный аппарат. Рецепторы способны преобразовать в электрическую энергию все виды окружающей их энергии.
Источники энергии можно разделить на два вида. Энергия окружающего мира, Солнца, Земли, воды, воздуха и энергия, выделяющаяся при изменении физического и химического состояния нашего организма. Выраженное изменение состояния нашего организма мы воспринимаем как боль. Получается, чтобы работала наша нервная система, мы должны получать энергию либо от окружающего мира, либо от боли. Вы это всегда знали. Это те самые методы кнута и пряника. Метод пряника – это получение энергии из окружающего мира, извне. Метод кнута – энергия боли. Энергия окружающего мира – источник положительных эмоций. Энергия боли – источник эмоций отрицательных. А почему так происходит? Психологическую и философскую чушь о том, что боль – это плохо, мы рассматривать не будем. Продолжаем изучать вопрос с точки зрения электродинамики. Количество энергии, вырабатываемой одним рецептором разной локализации, примерно одинаковое. Деление рецепторов на внешние и внутренние тоже достаточно условно. Зачастую и на внешние раздражители, и на внутренние реагируют одни и те же рецепторы. Так почему энергия боли – это плохо с точки зрения физики? Дело в количестве энергии. Коэффициент полезного действия изменения состояния организма намного меньше КПД энергии, получено от окружающего мира. Боль дает намного меньше энергии. Ведь энергию окружающего мира мы просто черпаем бесплатно, безвозмездно. А для того, чтобы изменить физико-химическое состояние своего организма, нам нужно для этого приложить энергию. Мы можем воспользоваться аккумулятором, но для этого его нужно зарядить. По закону сохранения энергии на зарядку аккумулятора уходит больше энергии, чем этот аккумулятор способен дать. То есть, пользуясь энергией боли, мы загоняем себя в дефицит энергии. Вот чего на самом деле боится наша нервная система. Вот чем различаются положительные и негативные эмоции. И в том и в другом случае мы получаем всплеск энергии. Мы счастливы, более счастливы в этот момент. При негативных эмоциях мы будем чувствовать боль или физический дискомфорт. А самое главное, после перенесенных негативных эмоций мы будем испытывать усталость, истощение, выгорание. Теперь еще раз ответьте мне на вопрос, который я задал в начале ролика. А нужно ли обязательно переживать все эмоции? Нет. Повторю. Единственная нормальная эмоция здорового человека – это счастье. Все остальные эмоции – признак заболеваний. Главный вопрос этого видео – а что нужно делать, чтобы быть счастливым? Без ответа на этот вопрос весь этот ролик – пустая трата времени. Ответ очень прост. Но получить результат достаточно сложно. Но если вы научитесь это делать, то ваша жизнь станет счастливой. Делайте только то, что приносит вам удовольствие. Прекратите делать то, что вызывает у вас негатив, лень, скуку, страх, раздражение. Предвижу негатив с вашей стороны. Нашелся еще один гуру. Хочешь быть счастливым, будь им, а то без тебя мы этого не знали. Да, конечно, знали. А сейчас еще и поняли, почему так происходит. Я не собираюсь разбрасываться прописными истинами, изображая себя мессию. Существует очень простой алгоритм действий для достижения счастья. Действительно простой. Первый шаг – это найти свою цель, свою мечту. Это сложнее, чем кажется. Вы можете начать перечислять свои желания и не назвать ни одного своего. Напишите на листе все желания, которые приходят вам в голову. Не стесняйтесь, бумага все стерпит. Можете написать это сразу, можете потратить на это несколько дней. После того, как напишете, начинается самое главное. Прочитайте каждую строчку и отвечайте на один вопрос. Если я сейчас буду это иметь, буду ли я счастливым сейчас, через час, завтра, через 10 лет? Принимается только один ответ – безоговорочное «да». Все строчки, которые вызвали у вас сомнения или безусловно «нет», без сомнения вычеркивайте. Это не ваше желание. Это цели, навязанные вам вашим окружением. Вы этого не хотите. Если из 100 записанных желаний у вас останется 1-2, то это хороший результат. Когда вы будете думать об этих желаниях, ваше настроение будет улучшаться. Просто знать, чего ты хочешь, прекрасно. Но недостаточно. Нужно еще это получить. Следующие шаги в этом алгоритме вы узнаете, посмотрев видео «Формула успеха». Ссылка в описании. Описание всего алгоритма занимает больше 10 минут, и я не хочу удлинять этот ролик. Я расскажу вам о другом способе. Стать счастливым, не прилагая для этого никаких усилий. Тот алгоритм, о котором я только что рассказывал, может сделать вас счастливым в течение нескольких дней. Но у большинства моих зрителей просто нет сил этот путь пройти. Они живут в таком диком дефиците энергии, что они могут сесть. Но сесть и подумать для них невероятно сложно.
Но нет для этого сил. Работа мозга требует колоссального количества электроэнергии, которой нет. А так хочется быть счастливым. Так хочется лежать на диване, становиться счастливее и энергичнее. Это возможно. Около 20 лет назад был создан физиотерапевтический метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Исходной целью для создания этого метода было восстановление максимальной проводимости нервных путей за счет снижения их электрического сопротивления. Как следствие, увеличивается поступление электроэнергии в мозг. Энергия окружающего мира становится достаточно. Энергия боли становится ненужной. И механизм развития дефицита энергии начинает раскручиваться в обратном направлении. Клинически это проявляется уменьшением физического дискомфорта, боли, улучшением настроения, увеличением работоспособности. Проводятся сеансы аппаратной психотерапии очень просто. Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Вы просто замечаете, что сначала ваша работоспособность увеличилась. Следом идет улучшение настроения. Время терапии индивидуально. Человек исходно энергичный, который устал, выгорел совсем недавно, справится за 10-15 часов сеансов. Если же вы находитесь в глубочайшей депрессии, то выход в нормальное состояние может занять 200, 300, 400 часов. Плюс в том, что вы не тратите на сеансы специальное время. Вы делаете это, между прочим, занимаясь своими обычными делами. Для того, чтобы вы составили свое мнение о методе, первые 5 суток после регистрации на сайте вам даются бесплатно. Пройдете вы за это время 1 час или 100 часов, решайте только вы. После этого вы делаете выбор. Проводить сеанс аппаратной психотерапии аудиокатарсис или искать свой путь к счастью. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы большую часть вашей жизни. А как? Решать вам. Хочу предупредить еще об одном неприятном моменте. Я уже говорил, что наши эмоции – это величины на графике. Если вы находитесь в глубокой апатии, то пройти путь до радости вы не сможете, не побывав в страхе, беспокойстве, тревоге, гневе, ярости. Вам будет казаться, что вам стало хуже. Ведь вы просто были апатичны, а стали испытывать страх, тревожность. На самом деле, я уже объяснил вначале, что это положительная динамика. При том, что вы стали испытывать ярко выраженные негативные эмоции. Не нужно хвататься за транквилизаторы или антидепрессанты. Они только удлинят вашу терапию. Путь до счастья у разных людей может отличаться скоростью прохождения негативных эмоций, но не направлением этого движения. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Верните в свою жизнь счастье, энергичность, спокойствие, уверенность в себе. Будьте здоровы и счастливы.